Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Большинство зрителей моего канала проголосовало за отдельный видеоурок по вязанию этой сумочки клатча с необычной формой ручек. И оно перед вами. В этом уроке вяжу я с полиэфирного шнура карамель. Характеристики нити в 75 метрах, 200 грамм. Мой цвет Мюнхен. Но по ходу урока я подробно рассказываю, как связать такое же изделие из трикотажной пряжи. Досмотрите видео до конца, оцените получившийся результат и выбирайте подходящее вам решение. У меня готовы ручки. Размеры моих ручек: ширина 20 сантиметров, высота 9 сантиметров. Также я приготовила набор для вязания. Он состоит из крючков и всего самого необходимого. Потребуются маркеры, игла для пряжи. Вязать я буду крючком 5 мм. Для трикотажной пряжи выбираю крючок 6 мм. Также я приготовила ножницы. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядность, размеры деталей в сантиметрах. Также приготовила такой необычный декор функциональный. Это цепочка, декорированная атласной лентой. Все необходимые ссылки для заказа инструментов и материалов, как всегда, оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Первым делом необходимо подготовить ручки, обвязав их с помощью пряжи цвета сумки. Я набрасываю нить на крючок, фиксирую край начала, возвращаю нить к крючку и провязываю первый столбик. Готово. Далее крючок мой не двигается, я работаю только нитью. Провожу и набрасываю ее от задней стенки крючка к передней и провязываю следующий столбик. Так нить ложится ровно и аккуратно. Снова повторяю то же самое. Работаю только нитью. Так столбик за столбиком. Сколько столбиков помещается по длине ручки, столько и навязываю. Вытягиваю укороченную нить, вставляю край в иглу и прячу этот край под обвязкой. Шнуром у меня получилось 21 точка. Пересчитываю по кромочным петлям. И последняя. На одной ручке и точно такое же количество на другой ручке. Когда набираю трикотажной пряжи, получается 20 кромочных петель. Теперь это лицевая часть изделия, это изнаночная. Оба изделия у меня лежат лицевой частью. Я беру новую нить, вставляю в первую точку крючок, подхватываю рабочую нить и формирую цепочку из 15 воздушных петель. По трикотажной пряже достаточно 13. Количество петель должно быть нечетным. Петля крепления к ручке не считается. Получается около 11 сантиметров в длину. Теперь я креплюсь к этой точке, тоже вставляю крючок с лица и подхватываю рабочую нить, провязываю соединительную. Готово. Теперь после соединительной петли провязываю петлю подъема. Здесь я тоже не считаю соединение с этой ручкой и с этой. У меня 15 точек от ручки до ручки. Провязывать столбики в первом ряду я буду за заднюю перемычку. Вставляю крючок в перемычку. Первый и последний столбик ряда это соединительная. Готово. Следующая точка столбик без накида. И так далее до центральной части. Так как петель 15, центральная часть будет через 7 точек. Первая была соединительная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая
и 8 центральная. В центральную точку ее сейчас можно маркировать, и на будущий ряд я провязываю сразу 3 столбика. Первый, второй, третий. Готово. Здесь на следующий ряд для добавления маркирую точку, которая находится между первым и вторым столбиком, провязанных в одну точку. Далее вяжу до конца ряда столбики и последнюю точку провязываю соединительной. С этой стороны у меня соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Следующий соединительная. В конце ряда переворачиваю ручку на изнаночную сторону и закрепляюсь в следующую точку. За обе дужки кромочной косы подхватываю рабочую нить и соединительная. Далее петля подъема. Переворачиваю полотно. Здесь сейчас важно, как в конце, так и в начале ряда не провязывать лишних точек. Первая петля от крючка – это подъемная. Вторая петля – это присоединение полотна к ручке. В третью петлю каждый раз вставляю крючок за заднюю полупетлю кромочной косы. Провязываю соединительную. Напоминаю, первая и последняя точка ряда – это соединительные. Далее ввязываю в полотно край начала столбиками без накида. Столбики без накида также провязываю за дальнюю полупетлю. Это основной узор полотна. Ряд за рядом он меняться не будет. В каждом ряду количество петель от начала ряда до маркера будет увеличиваться на одну петлю. Получается соединительная, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик во втором ряду. Удаляю маркер, точно так же за дальнюю полупетлю провязываю сразу 3 столбика в маркированную точку. Возвращаю маркер между первым и вторым столбиком, провязанных в одну точку. Далее завершаю ряд. Столбики за заднюю полупетлю в количестве 7 штук. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Последняя точка по аналогии провязывается соединительная. Переворачиваю ручку. Следующая точка. Присоединяюсь к ручке и подъемная петля. Переворачиваю вязание. Снова то же самое. Подъемная, петля присоединения. В следующую провязываю соединительную и перехожу на столбики. Так вяжу необходимое количество рядов. Здесь сейчас от количества рядов будет зависеть глубина моей сумочки. Каждый раз в маркированной точке не забываю сделать добавление. Сейчас у меня провязан 6-й ряд с добавлениями. Последняя соединительная петля и присоединяюсь к ручке. С одной и с другой стороны у меня одинаковое количество креплений к ручке. С этой стороны 4 и с этой стороны 4 точки. Достаточно добавлений, больше я делать не буду. Сейчас у меня количество точек для провязывания от ручки до ручки 27. Петля подъема, переворачиваю полотно. Точно так же начинаю и заканчиваю ряд с соединительной. Далее вяжу столбики без убавлений и добавлений в каждую точку 1 столбик. То есть из ряда в ряд у меня будет неизменно 25 столбиков и 2 соединительные. Одна в начале, одна в конце ряда.
Так я буду вязать до того момента, пока с этой стороны у меня не останется 4 точки. И с этой стороны точно так же 4 точки, по аналогии с началом вязания. Я дошла рядами до маркированных точек. С одной стороны следующая точка уже с маркером, и с этой стороны маркированная точка. Довязываю ряд, последняя петля ряда соединительная, удаляю маркер, провязываю соединительную и петлю подъема на новый ряд, переворачиваю вязание. И со следующего ряда начинаю провязывать убавление. Напоминаю, у меня 27 кромочных петель от ручки до ручки. Вот сейчас я маркирую центральную. Здесь, если просчитать, она 14 с этой стороны и 14 с этой стороны, не считая петель крепления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все верно. Теперь с этого ряда я начинаю провязывать в маркированной точке убавку. Сейчас по схеме всего полотна сумки сначала соединительная, далее столбики до центральной части. Здесь 3 петли вместе. Одна петля до маркера, маркированная точка, и одна петля после маркера. Их провязываю вместе и маркирую на следующий ряд эту же петлю. Так вяжу по аналогии с противоположной стороной 6 рядов. Здесь ряд начинался с 15 петель, вот до 15 петель я вяжу рядами, в каждом ряду делаю убавку. Шестой ряд с убавками провязан. Здесь 15 кромочных петель и здесь 15 петель. Но так как это начало ряда, оно смотрится компактнее, немного собранней. Здесь я что делаю? Подъемная петля, переворачиваю вязание, вяжу следующий ряд без убавлений и добавлений. Первая петля соединительная, все последующие точка в точку. Закрепляюсь в последнюю точку здесь по ручке, петля подъема, переворачиваю вязание и в каждую кромочную точку провязываю соединительные, чтобы получить край, как с этой стороны. Соединительная, следующая тоже соединительная. Делаю этот ряд обвязки потуже, чтобы сравняться с краем начала. В конце ряда обвязки не вставляю крючок в последнюю точку, а укорачиваю нить с небольшим запасом. Далее вытягиваю ее полностью и вставляю в последнюю точку. И возвращаю в исходную. Можно спрятать на изнанке. Мои сумочки получились просто загляденье, такие разные и одновременно такие похожие друг на друга. Несмотря на разницу в материале, они одинакового размера, 30 сантиметров ширина, 15 сантиметров глубина изделия. На трикотажную сумочку ушел ровно один моток, 330 грамм. Я набрала 13 воздушных петель между ручками. По ручкам набирала 20 точек. Здесь 6 рядов с добавлениями и 6 рядов с убавлениями. По аналогии здесь, только здесь я набрала 15 воздушных петель, 21 точка по ручке, 6 рядов с добавлениями и 6 рядов с убавлениями. Такой клатч прекрасно впишется в любой гардероб, как летний, так и демисезонный. Можно вшить подкладку или обойтись магнитной кнопкой, как это сделала я.
Стильная, миниатюрная и очень вместительная. Напоминаю, все необходимое можно приобрести по ссылкам, которые для вас оставляю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!